Увага! Говорить и показывая Витебск. Добрый вечер, дорогие сябры! Внимание! Внимание! Говорит и показывает древний и всегда юный город Витебск. Добрый вечер, здравствуйте, дорогие друзья! Увага! Говорить і показує Вітебськ. Добрий вечір, шановні друзі! На языке мира и гармонии говорит сегодня с нами 35-й юбилейный международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Прошу вас, присаживайтесь. Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов, политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные славянского базара звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. В дни славянского базара к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в 2 раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость,
каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья и друзья навсегда. Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавших к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии союзного государства в области литературы и искусства. Сцена славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена, но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжают путь величайших мастеров, тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым. Решением жюри 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» гран-при конкурса присужден Елизавете Цуприк, Беларусь. Постановление Высшего государственного совета Союзного государства. Присудить премию Союзного государства за 2025-2026 годы за создание концертных программ, способствующих укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества Беларуси и России, Кульбакову Виталию Григорьевичу, главному дирижеру Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Авторскому коллективу за создание и реализацию выставки «Бессмертие подвига» к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в составе Любови Ивановны Подлесновой, Надежды Владимировны Бабенко. Диплом вручается Любови Ивановне Подлесновой. Авторскому коллективу за создание и реализацию проекта «Кинообразование. Совместные образовательные проекты государств, участников стран СНГ в составе Малышева Владимира Сергеевича, Зерновой Ирины Викторовны, Кочеляевой Нины Александровны,
Кобленковой Дианы Викторовны. Дипломы вручаются Ирине Викторовне Зерновой. Нине Александровне Кочеляевой. И Диане Викторовне Кобленковой. Решение подписал председатель Высшего государственного совета союзного государства, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Решением главы государства специальная награда президента Республики Беларусь через искусство к миру и взаимопониманию за 2026 год присуждена народному артисту Белоруссии Леониду Константиновичу Захлебному. И герою труда Российской Федерации, народному артисту Российской Федерации Александру Сергеевичу Зацепину. Слово предоставляется народному артисту Беларуси Леониду Константиновичу Захлебному. Дорогие друзья, уважаемый Александр Григорьевич, для меня сегодня праздничный день, и как для композитора получать из рук премию, такую столь высокую премию из рук нашего президента. Я думаю, что она многому обязывает, и я далее буду стараться писать вдохновенно, искренне, сердечно на благо нашей любимой Беларуси. Спасибо. Слово предоставляется народному артисту Российской Федерации Александру Сергеевичу Зацепину. С Белоруссией я познакомился, когда мне еще было 3 года. Мама мне пела песенку «Чам уж мне не петь, да чам уж не гудеть, коли в моей хатоньке паридок и деть». Ну, так что вот я очень часто эту песню вспоминаю, ну и другие, конечно, вспоминаю. Ну и это вот вдруг мне приходит в голову, я напеваю. Вот так вот сложилась моя судьба. Спасибо большое, хочу сказать нашему дорогому президенту, которого я всегда по телевидению с удовольствием слушаю, смотрю его выступления. Александр Григорьевич, спасибо вам большое. Я получил такое удовольствие, удовлетворение какое-то. И благодарен вам за то, что вы меня не забыли. Спасибо. Дорогие друзья, а сейчас
Внимание на экран. Я объявляю, что отныне президент Республики Беларусь и мое правительство берет под свое патронирование Витебский международный фестиваль искусств. Призываю всех Призываю все патриотические силы общественных деятелей, руководителей органов власти, предпринимателей, трудовые коллективы и граждан Республики Беларусь оказывать помощь и поддержку в организации и проведении нашего фестиваля. Уважаемый Александр Григорьевич, тогда, в 1995 году, мы вручали вам символичный подарок за решающий вклад в судьбу нашего фестиваля. Тогда это был всего один василек. А сегодня это целый букет славянского единства. В нем распустилось 35 васильков. Ровно столько, сколько исполнилось нашему фестивалю. Дорогие друзья, Алена, я все понял. Никому не отдавай пока. Я почему говорю никому пока не отдавать? Я знал, что вы вручите мне этот подарок. Что тут ерничаете? И я думал, а что с ним делать? Все подарки по закону, которые преподносит президенту, являются достоянием страны. Они не могут быть моими личными подарками, но за исключением там личных вещей. Я подумал, оставлю я, наверное, в Витебске этот подарок, а потом подумал, а может быть, повыше его поднять. И принял решение. В новом музее истории, нашем национальном музее или во Дворце независимости мы найдем хорошее место, потому что это знаковый момент. Вот я посмотрел на себя самого в той поры, и я помню это. Я у Алены спрашивал, как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знайте, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас кажут, притул, где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир. Счастья, здоровья, успехов вам, живите долго и радуйтесь.